Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Boosty. Для всех тех, кто не знает, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Boosty. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Boosty уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Boosty, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Boosty, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для всех тех, кому удобен телеграм-канал, пожалуйста, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, расклада, обряда или обучения. У меня есть индивидуальное обучение по тем картам Таро, которые вам больше интересны и больше нравятся, а есть 3 готовых курса. Это курс Райдера Уэйта, классическая колода, которая подходит не только для новичков, но и для профессиональных тарологов, потому как там мы изучаем ее немного под другим углом. Мы изучаем не просто теорию и практику, но и кабалу. За всеми подробностями вы можете обратиться ко мне в личку, я вам все подробно расскажу. И также 2 курса одного и того же автора, Патрика Валенса, это «Триумф Луны» и «Безумная Луна». За всеми подробностями, друзья, обращайтесь в личку. Ну а сегодня у нас расклад о необычном, удивительном человеке, о котором вы просили меня сделать расклад. Сегодня с нами карты Таро Оккультного Солнца. Здравствуйте, карты. Ставьте лайк, если вам действительно понравилось видео. Жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а мы с вами начинаем. Вообще люди любят иллюзии. Им нравятся волшебные изобретения и новинки, которые смогут поразить их умы и заставить испытать радость и удивление, а порой смущение перед новым, доселе незнакомым продуктом. Человек, о котором пойдет речь в нашем сегодняшнем раскладе, стал главным символом новой эпохи. Он разрабатывает и создает как раз-таки те самые прогрессивные и удивительные изобретения, которые людей прельщают. Кто он такой на самом деле? Илон Маск. Грамотный менеджер или лицо бренда, который на самом деле гением как таковым не является. Вообще имя Илон переводится как дуб, а фамилия Маск по-другому скам. Если поменять буквы местами, иронично, но они будут иметь одно и то же значение – нечестную лживую игру или мошенничество. Маска или скам – это мошенничество. Про его род мы еще поговорим с вами сегодня и начнем, конечно же, с вопросов на личность, друзья. А начать я хочу конкретно с вопроса, который волнует многих моих подписчиков. Человек ли на самом деле Илон Маск по своей сути? Карты, покажите нам, пожалуйста, скажите нам, пожалуйста, правду. Является ли Илон Маск человеком по своей сути? Да или нет? У нас вышла королева жезлов. Королева жезлов – это человек, это человечество. Но королева жезлов у нас обозначает женщину. Либо слишком привязан к женщине, либо женщина играет в его жизни главную роль, и он опирается именно на эту женщину. Либо женщина тот самый человек, по карте эмпата, у нас карта эмпата вышла на дне колоды, которая его направила на путь истины, благословила на путь истины, или которая как раз-таки дала ему опору в этой жизни, после которой он пошел уже по своему пути. Скорее всего, это мама, да? Но мы дальше узнаем, какие отношения у него были с мамой и какие отношения у него с мамой сейчас. Так вот, королева жезлов, он действительно является по своей сути человеком, рожденным от человека. Однако обратите внимание, что очень много зверей рядышком с этой королевой жезлов, либо королева жезлов сама по себе является человеком со звериной натурой, агрессивной, яркой, вспыльчивой, человеком доминирующим, который хочет, чтобы ее сын добился высот, даже если ее сын этих высот добиваться не хочет. То есть здесь есть женская фигура, доминирующая над Илоном. Илон является человеком, рожденным от человека. Правда, рядышком есть звери. Что эти звери нам показывают, мы узнаем в следующих картах. Узнаем, заключал ли Илон темный договор или заключали за него. Это тоже очень важно понять. Но человеком по своей сути, по королеве жезлов, он действительно является. Но что-то здесь нечисто. Черный кот говорит о том, что вполне возможно его мама, а здесь привязанность к маме я вижу, является черной ведьмой, то есть занимается оккультными практиками. Давайте посмотрим дальше. Если да, если он человек, а он действительно человек, то он человек обычный, как мы с вами. Ну, как мы с вами, я имею в виду не про гения сейчас, да, не про гениальность, а про то, что он без подселенцев, без сущности, без каких-то, или не запрограммирован на что-то. Илон Маск является обычным человеком, не запрограммированным, без сущности, без демонов, которые им управляют.
Нет, все-таки кто-то есть, да? Новая жизнь внутри меня. То есть здесь такое ощущение, что что-то есть в человеке, да? Что-то есть внутри человека. Он является человеком с подселенцем, Илон Маск является человеком с подселенцем, где он является лишь оболочкой, ну, конечно, и им правит некая сущность, да? А здесь король мечей человек воздушного знака зодиака, либо человек достаточно жесткий, импульсивный, агрессивный, темпераментный, человек, который добивается своей цели любой ценой. Вот таким мы видим сейчас Илона Маска. Но не просто сам добивается всего, а им управляет какая-то сущность. И мы видим это на двух картах. Да? Внутри меня есть что-то, сзади меня есть что-то, кто мной повелевает и кто меня ведет, кто меня направляет на путь истины. То есть сущность и подселение с какой-то у него точно есть. Это не просто человек, который ему помогает, это внеземная цивилизация. Хорошо, является ли Илон Маск запрограммированным человеком с чипом или другим устройством в теле, с помощью которого он запрограммирован? Является ли Илон Маск запрограммированным человеком? Карта смерти. Карта смерти это 100% да, потому что он не тот человек, кем на самом деле является, или хотел бы быть другим человеком, но кажется нам совершенно другим. Он скрывается за маской, за ширмой. Обратите внимание, что здесь смерть убирает от лица маску, она ее снимает, хочет показать свою истинную суть, но почему-то не может это сделать, да? Мы видим только половинку ее лица. В каких-то моментах жизни у Илона Маска проскакивают именно его характеристики личности, однако своей, той самой характеристики личности, которая была у него от рождения, уже с ним нет. Им что-то повелевает, и это программа, это подселенец, это вполне возможно, что темный договор. Внутри меня есть что-то еще, о чем я не могу вам сказать, но, возможно, очень хочу это сделать. И здесь некая женщина сделала так, чтобы этот подселенец, возможно, у него был. Вполне возможно, что мать заключила за него темный договор. Об этом мы узнаем чуть позже. Мы посмотрим сейчас все вопросы, друзья мои, и поймем, как было на самом деле. Итак, следующий вопрос как раз-таки будет про подписание темного договора, друзья. Был ли подписан темный договор Илоном Маском? То есть, если у Илона Маска, давайте лучше так спросим, если у Илона Маска темный договор, существует ли он? Шестерка жезлов, с помощью которого он побеждает всех драконов в этой жизни. Да? Грифон – это дракон, Грифон – это защита, его защита и победа. Победа над всем сущим. Грифон – это ярко выраженная защита, то, что его защищает, то, что делает его победителем. Грифон здесь является старшим арканом, друзья мои, поэтому здесь однозначный ответ «да». Темный договор имеется. Давайте еще одну карту вытянем. Да, конечно, да, змей кадуций. Этот договор о чем-то. Двойка кубков. Скрепить договор подписью, росписью или рукопожатием, ну, или кровью, да, как подписывают, собственно говоря, темные договора обычно. Давайте узнаем, он сам подписывал темный договор или за него это сделали родители? Кто из родителей? Я, кажется, догадываюсь, кто. Сам ли Илон Маск подписывал свой темный договор? Сам ли он это сделал? Император, мужчина, как это ни странно. Или за него сделала это мать? Или за него сделала это мать, сделал отец? Нет, он сам подписал темный договор, когда уже стал взрослым человеком, будучи взрослым человеком. Но здесь очень интересная карта по поводу матери. Из нее и от нее все исходило. То есть она ему говорила, что ты в этой жизни должен чего-то добиться, потому что отец в тебя не верит. Карта на отца вышла: я не верю в тебя, ты потонешь, ты в любом случае не превзойдешь своих собственных ожиданий. И здесь даже и надеяться на что-то лучшее не стоит, говорит отец. А мать говорит: я в тебя верю, в матери что-то есть, в матери есть какая-то сущность изначально, либо от рождения, либо она является такого рода, да, знатного, либо она является ведьмой, как я уже сказала, да, черной ведьмой. И здесь карта императора говорит о том, что да, он сам заключил темный договор, но по настоянию матери. Не она это сделала за него, он сам принял решение, потому что он всегда был крайне самостоятельным человеком, как это ни странно. И следующий вопрос, давайте как раз уточним про отца. Отношения Илона Маска с родителями вообще в целом, да, не только с отцом. Отношения Илона Маска с отцом раньше и отношения Илона Маска со своим отцом сейчас. Действительно ли он был таким тираном? Да, мы уже понимаем, что он не верил в сына. Отношения Илона Маска с отцом сейчас. И отношения Илона Маска с матерью. Отношения Илона Маска с матерью раньше. И отношения Илона Маска с матерью сейчас. Угу. Отношения с отцом. Отношения с отцом раньше, отношения с отцом сейчас. Слушайте, я не могу сказать, что он был серьезным тираном каким-то, да, тройка кубков. Здесь договорняк какой-то либо против отца, либо отца все не любили, либо отца, наоборот, все любили и слушались, либо отец выстраивал детей в шеренгу и говорил: так, слушайте меня. Слушайте, он был крайне веселым человеком. Я не могу сказать, что все то, что говорят о отце Илона Маска, это истинная правда, потому что тройка кубков – это коммуникация, это общение. Я хочу, не хочу, но я общаюсь с этим человеком в любом случае.
Но здесь я не могу сказать, что любви никакой не было у Илона к своему отцу. Любовь была, чувства есть. Сейчас они коммуницируют крайне приятно, даже вполне возможно у них есть что-то общее, возможно какой-то общий бизнес или есть какие-то общие акции. Возможно, об этом сейчас не говорят, потому что нам не говорят всю правду, друзья мои. Все то, что говорят в интернете, половина этого чушь. Мы сейчас проверяем, мы сейчас сверяем. Отношения крайне доверительные, дружеские, я бы сказала. Я не могу сказать, что здесь он был крайним тираном. Да, он в какое-то время не верил в Илона, но, тем не менее, я не могу сказать, что он тираничный человек, крайне тираничный и неуступчивый. Нет, а здесь такого нет. Хорошо, мама. Вот мама посложнее, да? Натура мамы посложнее, в принципе. Какие отношения были раньше у Илона с мамой? Карта 20-го старшего аркана «Страшный суд». Вот как раз-таки наказывала больше всего мама, потому что страшный суд – это у нас наказание, поощрение тогда, когда это необходимо. Какие отношения у них сейчас? Королева кубков, он ее очень любит, и мама, соответственно, очень любит Илона, потому что он для нее что-то дал, что-то преподнес ей, и она что-то имеет, держит его в руках каким-то образом, да. Возможно, тоже есть какая-то часть акций у мамы, да, по бизнесу Илона Маска, а вполне возможно, она имеет нечто большее у себя в руках, его душу, да, что-то у нее есть в какой-то колбочке, возможно, это физическая колба, в которой она имеет что-то от Илона Маска, либо она знает какие-то секреты Илона, которые может выдать, и поэтому с ней нужно общаться крайне вежливо и крайне уступчиво. Мама здесь непростая натура, вот папа не такой серьезный товарищ, как мама, в отличие от мамы. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, СМИ специально делает акцент на отца, что он был тираном, чтобы совершенно отодвинуть назад маму, да, чтобы на нее не обращали внимания, как говорится, и не говорили о том, что она тираничная особа. Или о том, что она заставляла, вполне возможно, Илона подписать темный договор. Здесь вот об этом речь. Хорошо, давайте посмотрим историю жизни Илона. Вообще история жизни Илона, его биография, которая есть в свободном доступе в интернете. Это его настоящая биография или грамотно срежиссированный сценарий с целью создать образ этого человека. Мы сейчас убедились, что да, отец в него не верил, но он не был тираничным. В целом они нормально общались. Просто он не всегда уступал Илону, а ему это не нравилось, так как он крайне категоричный человек. И мы поняли, что мама гораздо сложнее, чем отец. Но все-таки история жизни Илона, его биография, которая есть в свободном доступе в интернете. Это его настоящая биография или грамотно срежиссированный сценарий с целью создать образ для этого человека. Настоящая ли биография Илона Маска? Настоящая ли биография Илона Маска? Он гораздо больше представляет из себя, чем мы думаем изначально. Вот изначально Паш Пентаклей – это новое начало. Он гораздо больше представляет из себя. Короли, императоры, знатный род, возможно, тот род, который правит этим миром, мы сейчас об этом узнаем, потому что от императрицы, именно от матери, идет некий знатный род. Король жезлов, то есть он сам из рода королей, возможно, или он является родственниками британской монархии, вполне возможно, да. И императрица говорит о том, что именно от матери идет знатный род, знатное происхождение. Я не вижу здесь бедноты. Вот честно вам скажу. Я не вижу того, что он выкарабкивался, выбирался из глубокой ямы и глубокой пятой точки, простите меня за выражение. Тут такого нет. Теперь давайте узнаем, кем Илон Маск является по крови. Он является евреем. Является ли Илон Маск по крови евреем, да или нет? Да, однозначно. Карта смерти. А карта смерти что-то меняли, что-то поменялось, что-то трансформировалось. Переливание крови, вполне возможно, да, этим грешат часто на темных ритуалах. Вполне возможно, что от матери ему достался знатный род, но нужно было делать какое-то преобразование, как переливание крови у меня идет. Почему это делают? Это делают специально на темных ритуалах, для того, чтобы ребенок имел определенную кровь, имел определенный резус. Хорошо, он является евреем. Является ли он евреем-левитом? Напоминаю вам, кто такие левиты. Левиты – это часть евреев, которые происходили от 12 колен Израилевых, то есть являются фактическими управителями еврейского народа, охраняющими священные земли и обучающими Торе народ Израиля. Соответственно, является ли Илон Маск евреем-левитом? Одна карта упала, сейчас мы ее просмотрим. Является ли Илон Маск евреем-левитом? От женщины. Снова, да, от женщины, от той самой королевы кубков, от той самой императрицы, от женщины, от матери он является евреем-левитом. Да, однозначно, король мечей. Король мечей, здесь еще были какие-то воины, да, то есть воины были в семье. Это знатный род, изначально знатное происхождение, которое не имело нужды в деньгах, скажем так, да, поэтому все вот эти вот видеоролики, информация о Илоне Маске, где он сам говорит то, что он был бедным мальчишкой, да, я здесь не вижу. Это все скам, это все маска, да, по его фамилии. И мы в конце узнаем, его ли это фамилия на самом деле.
Друзья мои, теперь давайте посмотрим, является ли Илон Маск родственником кого-то из закулисной элиты, кто реально управляет человечеством. Сейчас мы посмотрели про его род, знатного он, незнатного он происхождения, а является ли он родственником кого-то из закулисной элиты, кто реально управляет человечеством. Смею предположить, что нет. Почему? Потому что был заключен темный договор. Темный договор элита не заключает, она уже рождается такая, с серебряной ложкой во рту. А является ли Илон Маск родственником кого-то из закулисной элиты, кто реально управляет человечеством? Я же говорю, что нет, да, как подношение какое-то, шестерка пентаклей. Обратите внимание, что мы тебе дали подношение, ты просил, мы тебе дали. Ты заключил темный договор, мы тебе, собственно, уравновесили. Весы в руках у человека. Уравновесили и сделали твой мир лучше. Несмотря на то, что ты знатного рода, тем не менее, ты не происходишь от тех людей, которые управляют реально этим миром. Тут такого я не вижу, да, семерка кубков – это заблуждение. То есть ответ, соответственно, отрицательный на вопрос, друзья. Поговорим о его психопатических расстройствах. Многие блогеры в своих видео говорят о Илоне Маске как о человеке с синдромом Аспергера. Синдром Аспергер – это нарушение развития, которому свойственны серьезные трудности в социальном взаимодействии и невербальной коммуникации. Так ли это действительно и действительно ли у Илона Маска синдром Аспергера? Давайте узнаем. Ему все приписывают гениальность именно из-за этого синдрома. Да? Действительно ли у Илона Маска есть синдром Аспергера? Так ли это? Так ли это? Здесь есть суицидальные наклонности, я вижу по психопатическим расстройствам личности. Да, проблемы с коммуникацией в социуме, это правда. Паш мечей один в поле воин, да? Паш мечей один в поле воин. То есть он действительно не может нормально коммуницировать с социумом. Он где-то на своей волне. Здесь карта мольбы, карта прошения чего-то. И здесь есть суицидальные наклонности, друзья мои. Суицидальные наклонности, возможно, экспериментирование со шрамированием, да, нанесение себе каких-либо увечий. И из-за этого даже в детстве, тут карта 21-го старшего аркана мир, и карта тройки пентаклей. Из-за этого в детстве под него подстраивались его родители или те, кто находился рядом с ним. Подстраивались под него, потому что он мог совершить какую-то оплошность, какую-то глупость, которая стоила бы жизни не только ему, но и тем людям, которые находятся рядом с ним. И его даже какое-то время могли держать вдали от социума, не в заперти, но вдали от социума, чтобы он не появлялся на людях. Карта дьявола здесь говорит о привязанности к чему-то, об аддикции. Привязанность это может быть к чему угодно. Привязанность к алкоголю, к наркотическим веществам, привязанность к определенным мыслям, мысли, которые липнут к нему, мысли о тревоге, о страхе, о том, что произойдет нечто неизбежное, если я буду находиться рядом с людьми. То есть здесь действительно есть некий синдром Аспергера, это правда, друзья мои. Но какие здесь еще психопатические расстройства есть? Склонность к суициду, склонность к нанесению себе увечий, именно себе нанесению увечий. Тем не менее, могли пострадать почему-то близкие люди или те, кто находился рядом с ним. Кстати, неконтролируемый гнев, есть агрессия. По королю мечей неконтролируемый гнев и агрессия. Какие психопатические расстройства личности есть у Илона Маска? Какие психопатические расстройства личности есть у Илона Маска? Десятка кубков и десятка пентаклей. Обратите внимание, что десятки, X, да, про X и почему он присутствует часто в его жизни, мы сегодня еще с вами поговорим. Стремление постоянно обновлять свою жизнь, стремиться к чему-то новому, к совершенному, совершенствовать себя и окружающих вокруг людей. Здесь, конечно, может проходить и неомания или шопоголизм, да, когда ты хочешь все скупить, но здесь, конечно, я этого у Илона не вижу, но может проходить, может, если другие карты у нас выпали, но здесь десятка пентаклей, десятка кубков, а все-таки говорит больше даже об обсессивно-компульсивном расстройстве, когда человек постоянно хочет что-то затереть, протереть, когда он хочет унять свою нервную дрожь, свой нервный тик, убраться в доме, сделать что-то по-новому, передвинуть мебель, то есть вот это ему присуще. Это является именно психопатическим расстройством. Мы выяснили, что есть неконтролируемый гнев, что действительно есть синдром Аспергера, и что есть обсессивно-компульсивное расстройство, больше не анеомания, да, и есть привязанность к чему-то, привязанность к плохим мыслям все-таки, да, мысли им манипулируют, мысли им движут, друзья мои. Вот здесь вот такой момент. Друзья мои, давайте теперь поговорим о детях Илона Маска. По информации на 2024 год у Илона 12 детей. Странное совпадение в том, что 12 детей, один из которых, цитирую, предал своего отца, потому как решил сменить пол. 12 детей, как 12 апостолов Иисуса, где один его как раз-таки предал. Вопрос: связана ли эта информация об Илоне Маске и его 12 детях с Иисусом и его 12 апостолами каким-либо образом? Специально ли нам проводят параллель или это чистое совпадение? Путают. Тот человек, который выведет. Путают. Двойка кубков. Тот человек, который выведет, тот человек, который созидает, тот человек, который спасет людей и выведет их на новый уровень. То есть Илона нам представляют как мессию.
И параллель проводят не зря. Но двойка пентаклей говорит о запутывании, спутывании всех карт, что это на самом деле неправда, что это истиной не является. Тот человек, который придет, спасет нас и приведет к чему-то новому. Специально ли нам проводят эту параллель? Конечно, специально. Колесница – это тот человек, который выведет нас, как агнец Божий, понимаете, из вот этого всего круговорота событий. Представит нам какие-то новые грани будущего, которые мы с вами, как человечество, должны будем, конечно же, в себя впитать, вкусить и пойти за Илоном. Ну, я надеюсь, что у людей, обладающих критическим мышлением, такого не будет, потому что очевидно, что Илон не самостоятельная фигура, хотя мы зададим это еще чуть позже, друзья мои. Да, действительно, Илон представлен как мессия. А действительно ли у Илона 12 детей? Или это все придумано? Это правда или нет? Да, это правда, и сделано это специально. Тут идет момент клонирования, чипирования детей, то есть дети под какой-то определенной программой находятся, да? А здесь действительно есть несколько корней. Дерево – это положительная карта, и корень говорит о том, что есть много детей. Даже больше 12 вполне возможно. Сделано это специально для того, чтобы было много моих детей, для того, чтобы они разрослись по разным странам, по разным городам, чтобы было больше меня, чтобы было больше моего рода. Вот здесь вот об этом говорится, да? Но именно в информационном поле появляется цифра 12 не просто так. То есть здесь дерево обозначает множество, мой род, мои дети, множество, специально клонированные, специально чипированные, под воздействием какой-то определенной программы. Почему? Потому что здесь у нас глаз, да, обратите внимание, что глаз, символ масонов, у нас как раз-таки находится на сахасраре чакре, на связи с высшим я, поэтому дети запрограммированы на что-то, на какие-то определенные действия. И здесь, да, действительно, 12 детей, а возможно даже больше. Я так думаю, что больше, друзья мои. Итак, следующий вопрос. Фамилия и имя. Как я уже говорила в самом начале, имя Илон переводится как дуб. Дуб связан с родом, крепким духом, сильным, который невозможно сломить. В конце концов, дуб – это человек. Корни и ветви дерева говорят нам о роде. Однако фамилия Маск – это маска или скам по-другому, что говорит о мошенничестве. И если соединить Илон и Маск, получается обман человечества. Вопрос. Илон Маск – это настоящее имя и фамилия этого человека. Вполне возможно, что могут быть и настоящими, друзья мои, но мы сейчас выясним. Илон Маск – это настоящее имя и фамилия этого человека. Да или нет? Да, то, что хранит его род? Да. То, что ему подарил его род, то, что хранит его род. Род зверей. Да, вот видите, рыцарь Пентаклей сидит на звере. То, что мне дал зверь. Как, знаете, происхождение от зверей. Или, звери – это демоны, да? Не от животных, а именно от зверей, от демонов. То есть были в роду либо демоны, сущности настоящие, либо здесь говорится о тех людях, которые занимались черной магией. Действительно, Илон Маск – это его настоящее имя и фамилия. Но карта на дне у нас указывает о том, что он у кого-то забрал это имя или фамилию. Скорее всего, про фамилию речь идет, да? У кого-то забрали, у кого-то отняли. Или присвоили себе давным-давно, с незапамятных времен, присвоена эта фамилия Маск специально для того, чтобы обманывать людей. То есть, чтобы люди завуалированно вроде бы понимали, что их обманывают, но чтобы они не понимали на самом деле, как это происходит. Друзья мои, еще раз, да? Илон Маск – это его настоящее имя и фамилия, но когда-то давным-давно отнятые у кого-то, забрали у кого-то, либо присвоили себе. Здесь вот об этом речь. Семерка мечей – это карта не то чтобы обмана, а карта присвоить себе, забрать у кого-то. Профессиональная деятельность. Действительно ли Илон Маск является гением по своей сути, имеющий нетривиальный ум и высокий уровень интеллекта? Действительно, это правда. 20-й старший аркан Страшный суд. Его этим наградили. Но с чем это связано? Это связано с внедрением в него какой-то программы. Почему он такой гений? Это связано с внедрением в него какой-то программы, некой программы, да, которую мы не знаем, не слышали, возможно. Это связано с внедрением, конечно, некой программы, да, это 100%. Причем его ум разделяется на несколько частей, на несколько половин. Он может думать как в глобальном масштабе, так и в разных ответвлениях его. Почему? Потому что в нем есть сущность, да, нам опять показывают зверя. Заключен темный договор раз, и он запрограммирован на определенные действия 2. И изначально, еще с рождения, карта 20-го старшего аркана Страшный суд говорит нам о карме. С рождения есть ум, нетривиальный ум, который потом закрепили. Да, действительно, он является гением. Илон Маск действительно является изобретателем и проектировщиком всех тех проектов, которые ему приписывает официальный источник информации. Нет, семерка кубков. Несмотря на то, что он гений, и он действительно обладает нетривиальным умом и критическим мышлением, семерка кубков говорит о том, что это неправда. Вполне возможно, что эти изобретения уже изобрели до него.
Есть такая теория, что все изобретения, которые нам сейчас показывают как новинки, уже изобретены давно. Это так или не так? Все те изобретения, которые нам сейчас показывают, которые якобы изобретены только что, изобретены на самом деле уже давно. Это так или не так? Какие-то да, какие-то нет. То есть те изобретения на карте девушка ищет, выискивает что-то новое из тех старых изобретений, которые уже были когда-то. То есть те изобретения, которые нам сейчас показывают как новинки, немножко переделаны, перевымучены, скажем так, да. И все изобретения изобретены, как вы думаете, кем? Здесь карта энергетического вампира у нас, да, но сущностями, не людьми. Люди не могут изобрести такое, а если даже и могут, им просто не позволят. У них заберут. У них заберут и присвоят какому-то другому человеку, который им выгоден, то есть выгоден глобалистам. Вот так, друзья мои, поэтому Илон Маск гением и является, но изобретение отнюдь не его. Друзья мои, такой вопрос. Действительно ли Илон Маск является грамотным бизнесменом? Действительно ли Илон Маск является грамотным бизнесменом, как нам все озвучивают и показывают во многих видеороликах? Действительно, он является грамотным бизнесменом. Он является тем человеком, которого очень хорошо защищают и который очень хорошо чувствует, что нужно людям. Он очень хорошо чувствует, он эмпат по своей сути, и он чувствует, что необходимо преподнести людям сейчас. Он является действительно хорошим бизнесменом, но кто-то ему помогает, кто-то его защищает, кто-то стоит за него горой. Потому что здесь у нас в виде платочка на женщине изображен анг, символ жизни. Возможно, кто-то питает его энергией, возможно, это женщина, его мать, в конце концов, да. Он действительно является хорошим бизнесменом, но без поддержки он бы не осилил бизнес. Действительно ли Илон Маск является хорошим руководителем и управленцем? Да. Однозначно. Он является действительно гением, у него действительно нетривиальный ум, друзья мои, и он является хорошим управленцем. Но здесь две карты мне показывают о том, что кто-то из его семьи, из его рода, потому что здесь карта дерева вышла, главенствует все-таки, да, над ним находится. И он слушается этого человека, и, скорее всего, это человек, женщина. Скорее всего, это его мать. Действительно ли Илон Маск является одним из богатейших людей планеты? Задавали мне такой вопрос. Действительно ли Илон Маск является одним из богатейших людей планеты? И да, и нет. Отчасти это правда, но не все деньги принадлежат ему, друзья мои. Да, кто-то, кто за ним следит, и кто-то, кто является человеком, который им управляет, то, соответственно, он, или не человеком, да, то, соответственно, он и получает большую часть гонорара, если можно так выразиться, да. Не все деньги мои, я лишь жертва обстоятельств. Ну, жертва, сами думайте, в каком смысле, да, действительно ли это ему нравится или не нравится, потому что карта повешенного жертва добровольная. И здесь говорится о том, что я добровольная жертва, да, я получаю какие-то деньги, 9 пентаклей, 7 пентаклей, я смотрю на плоды своего труда, мне нравится пересчитывать эти деньги, да, им нравится именно пересчитывать деньги почему-то, но я делю их с кем-то. Карта влюбленные. Карта влюбленные здесь обозначает не совсем выбор, здесь дележка имущества между своими родственниками, родными людьми, да, и между теми людьми, кто за мной следит. Обратите внимание, да, карта башни, кто-то за мной следит, я являюсь не самостоятельной фигурой, и поэтому я отдаю все деньги туда, все свои ресурсы туда. Да, деньги есть, но денег не так много, как нам говорят. Один из последних запусков людей в космос компании Илона Маска SpaceX. Что это? Это шоу. И никакого запуска в космос не было. Один из последних запусков людей в космос компании Илона Маска SpaceX. Что это такое? Это шоу. И никакого запуска в космос не было. Или это действительно был запуск в космос и людей туда отправляли? Что это такое? Или это действительно был запуск в космос и людей туда отправляли? Итак, действительно ли людей отправляли в космос? Ну, конечно, нет. Один из последних запусков людей в космос компании SpaceX. Что это? Это шоу. Карта колесница старшего аркана вышла как раз-таки на этот ответ. Это шоу, друзья, для людей, для того, чтобы люди поверили в то, что существует космос. На самом деле, посмотрите мой расклад про космос, вы поймете, что это такое. Десятка жезлов у нас отрицательная карта, и выпала она как раз на то, что людей действительно туда отправляли. Нет, нет и нет, друзья мои. Все это фальсификация. Для чего на самом деле созданы спутники Starlink и как они влияют на человека? Был такой интересный вопрос. Для чего на самом деле созданы спутники Starlink? Для чего? Давайте 3 карты. И как спутники Starlink на самом деле влияют на человека? Давайте 2 карты. Итак, для чего на самом деле созданы спутники Starlink? Иллюзия. Интересно, да? Вот я вам сейчас расскажу, друзья мои. Создать иллюзию того, чего нет на самом деле на свете. Могут падать бомбы, ракеты с помощью спутников Starlink. На самом деле дома не будут взрываться, но на видео вы будете видеть то, что дома взрываются.
На самом деле нашествия инопланетян не будет. Это я, к примеру, да, не в буквальном смысле, хотя кто его знает. На самом деле нашествия инопланетян не будет, но людям будет казаться, что на самом деле так оно и есть. На самом деле дома гореть не будут на видео, но люди будут думать, что началась война. Спутники Starlink созданы для того, чтобы создать иллюзию, которая идет сверху, от Всевышнего или из неба, собственно говоря, да. И эту иллюзию люди должны бояться, как зверя. Трехголовый зверь. Если вы увидите трехголового зверя, то я думаю, что вы испугаетесь. Но опять-таки не в буквальном смысле. То есть спутники Starlink созданы для того, чтобы создать иллюзию, которой люди будут, соответственно, бояться, пугаться, тревожиться, и как они влияют на людей. Интересный момент здесь. Лечить, залечивать, лечить травами, либо залечивать ум человеческий, либо показывать людям, что все это фикция, и люди с критическим мышлением по карте отшельник на самом деле поймут, что все это фикция. И что звезду, как говорится, можно потрогать руками, что все на самом деле не настоящее. На людей с критическим мышлением никак не влияет спутники Starlink, потому что люди понимают, что все это фикция. На людей, которые на самом деле верят в то, что происходит, то этих людей будут просто залечивать, да, травы, лечить, залечивать людей, залечивать до такой степени, что им станет тревожно и страшно, потому что все это на самом деле иллюзия. Друзья мои, спутники Starlink влияют на каждого по-разному. Здесь у меня две карты вышло. Люди с критическим мышлением, люди без критического мышления. Давайте посмотрим, почему в компании Маска всегда есть заветная буква X. X, SpaceX, XCOM. Что она обозначает в этом контексте? Помните, X у нас сегодня уже выходила, это десятка, человек, который преобразовывает вокруг себя свою реальность, да, и реальность тех, кто находится с ним рядом. Почему в компании Илона Маска всегда есть заветная буква X? Что она обозначает в этом контексте? Новая глава, новое начинание, путь к чему-то новому. Да, поиски нового, лучшего, интересного. Десятка – это переход в новое, второе. Всегда, абсолютно, в любой колоде. И поэтому здесь X обозначает путешествие в новое. В то, что люди еще не видели, не изведали. Здесь, друзья мои, об этом речь. Теперь давайте посмотрим, какая связь между Илоном и Дональдом Трампом. Это уже политика, друзья мои. Какая связь между Илоном Маском и Дональдом Трампом? Какая связь между Илоном Маском и Дональдом Трампом? Начало чего-то нового. Рождение нового человека, начало чего-то нового. Начало новой главы в этой жизни. Или они должны вместе начать какую-то новую главу. И Дональд Трамп, и Илон Маск вполне возможно являются первопроходцами в чем-то. Илон Маск понятно в чем, да, Дональд Трамп. Какая связь между Илоном Маском и Дональдом Трампом? Они являются друзьями? Король Пентаклей. Король Пентаклей, скорее всего, нужны друг другу для чего-то. Они придерживаются одной идеологии. В целом, да. Служит одному правителю, скажем так. По сценарию глобального правительства Илон Маск и Дональд Трамп должны быть заодно. В целом, да. Да, друзья мои, здесь что-то должны преобразовать. Сделать что-то новое вместе с Дональдом Трампом и Илоном Маском. Вполне возможно, что вы скоро услышите, что Илон Маск и Дональд Трамп создали что-то новое вместе. Здесь вот об этом речь. Создать что-то новое вместе. Как рождение чего-то нового, рождение ребенка. Что дурак мне об этом говорит, да? Что карта оракульная, которая выпала у меня в этой колоде. Создание нового мироустройства, миропорядка. Или создание чего-то нового вдвоем. И это выгодно, конечно, глобальному правительству, которому они оба подчиняются, друзья мои. Это выгодно для них, они не друзья. Поэтому, соответственно, Илон и поддерживал Трампа. Друзья мои, следующий вопрос. После покупки Твиттера он начал писать там резкие высказывания. Действительно ли Илон Маск сам пишет эти высказывания в Твиттере? Его ли это мысли? Подстраивается. Подстраивается под те реалии, которые происходят у нас в жизни. Ему помогают. Либо за него пишут, либо ему помогают, а он сам как бы это все печатает уже дело, да? Либо здесь вообще нет Илона, потому что это тройка пентаклей. Тройка пентаклей – это младший аркан, и кто-то за него это печатает и сочиняет. То есть я не вижу самого Илона, я не вижу самой руки Илона здесь. Преподносит все так, как будто бы написал он, друзья мои. Действительно ли Илон Маск сам пишет высказывания в Твиттере? Его ли это мысль? Нет, друзья мои. У него есть огромная группа людей, менеджеров, товарищей, называйте как хотите, коллег, которые говорят ему, что мы преподнесем на сей раз с твоего Твиттера. Здесь не его мысли однозначно, поэтому я не вижу его руки здесь вообще. Илон Маск – самостоятельная фигура или управляемая кем-то? Ну, мы уже поняли, что управляемая, да? В любом случае нужно задать этот вопрос. Илон Маск – это самостоятельная фигура? Нет, конечно, да? Находится в заперти. В заперти, а его охраняют со всех сторон. Или он управляем кем-то, тут уже понятно. Потому что карта Мир говорит о том, что охраняют несколько зверей и змея Ураборос.
То есть его охраняют, его защищают, он для чего-то нужен. Кем Илон Маск управляем? Он управляем хасидами, черношляпниками, друзья мои. Хасидизм – это евреи. Да или нет? Да, однозначно. Илон Маск управляем глобалистами, незримой властью. Хасиды, скорее всего, за ним следят. Не управляют, а следят, что он делает так или не так. Он управляем незримой властью, это глобалистами, да. То есть управляем глобалистами, а следят за ним хасиды. Или он управляем внеземной властью. Неземная власть – это инопланетная власть. Не с нашей планеты. Нет. Друзья мои, Илон Маск управляем глобалистами, а следят за ним хасиды. Основная миссия Илона перед человечеством. Для чего они его вообще поставили, да? На такую роль. Основная миссия Илона Маска перед человечеством. Разработка нового продукта, нового ребенка или нового человека, сверхчеловека. Вот привнести в этот мир сверхчеловека. Я уже вытягивала эту карту на Дональда Трампа и на Илона Маска. Дональд Трамп каким-то образом тоже с этим связан. Привнести нового человека через смерть старого человека. Здесь такое ощущение, да, через нападение, через смерть. Карта умеренности и карта туз мечей говорит о медицине и о смерти. Через чью-то смерть принести в мир нового человека, запрограммированного робота. Или чтобы эти роботы появлялись повсюду. Король кубков говорит о созидании, о том, что через любовь к людям, через любовь к человечеству, не навязывать этих роботов, а через любовь к людям, для того, чтобы показать людям, насколько это интересно и насколько это реализуемый и лояльный эксперимент по отношению к людям. Создать что-то новое вместе со своей командой. Да. Вот для этого нужен Илон Маск. Но он не создает, он является лишь менеджером, он является лишь лицом, про которого все говорят, что он что-то создал. Да, действительно, он гениальный. Да, действительно, он имеет нетривиальное мышление. Но, тем не менее, его используют просто как менеджера, как лицо этого рекламного бренда, того, что он что-то создаст, якобы создаст. Да? Друзья мои, это случится очень скоро, если планы глобалистов не провалятся. То есть это создание робота-человека. Или внедрение в человека через созидание, через энергию любви, внедрение какого-то чипа в голову. Что сейчас уже и происходит, собственно говоря, да, для этого он нужен, для того, чтобы убить, для того, чтобы уничтожить обычное человечество, да, и для того, чтобы привнести в этот мир новое человечество. Вот это его основная миссия. И такой вопрос, последний вопрос, друзья мои, получится ли реализовать? Понятное дело, что есть планы, но получится ли реализовывать эти планы? Получится ли сократить население людей, настоящих людей до такой степени, что роботов станет больше, чем нас в ближайшем будущем? Да или нет? Мы еще поборемся, друзья мои. Мы еще поборемся. Не получится. Я не вижу здесь положительных карт. Я не вижу, что у них получится реализовать свои планы. По крайней мере, в самом ближайшем будущем. Я вижу, что они будут предлагать какие-то новые схемы, какие-то новые технологии, но тем не менее люди не будут на это покупаться. Уже не так, как раньше. Пока есть мы не дадим этому быть. Здесь вот об этом речь, друзья мои. Что будет в будущем? Если хотите, мы зададим этот вопрос в шорт-видео. Что будет в будущем там через 20 лет, через 30, через 50 лет, но по крайней мере в ближайшие десятилетия, 10-15 лет, этого не случится. Не случится того, что роботов станет больше, чем нас. Друзья мои, вот здесь об этом речь. Друзья мои, это были все вопросы про Илона Маска. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Мы обязательно сделаем шорт-видео по самым интересным вопросам, которые вы мне напишите. Пожалуйста, приходите в наш телеграм-чат, он бесплатный. Переходите по ссылке или по QR-коду. Там мы общаемся с нашими подписчиками. Возможно, именно вы станете тем самым подписчиком, который порекомендует тот расклад, который понравится всем, который мы опубликуем у нас на канале Энергия Таро. Друзья мои, это все на сегодня. Я вас очень люблю и до новых встреч.